Майкл Уильямс зашел в частную клинику на окраине города. Это был чистый, современный медицинский центр, где работали опытные специалисты. Однако, несмотря на уютную обстановку, он сразу почувствовал на себе несколько косых взглядов. Подобное случалось не впервые, но он давно привык не обращать на это внимания. Заполнив необходимые бумаги на ресепшене, он сел в ожидании своего приема. Через некоторое время его пригласили в кабинет терапевта. Доктор Лоусон, пожилой мужчина с холодным, недоброжелательным взглядом, встретил его с явным раздражением. Он мельком взглянул в медицинскую карту и тут же сморщился, будто столкнулся с чем-то неприятным. Осмотр длился недолго, но на протяжении всего времени врач держался пренебрежительно. Он почти не скрывал своего недовольства, а в какой-то момент, закончив осмотр, даже позволил себе усмешку. Склонившись над записями, он медленно поднял глаза и произнес нечто, что выбило Майкла из равновесия. Врач с откровенным презрением спросил, давно ли тот в стране, и предложил ему вернуться на свою родину, где ему, по его словам, будет лучше. Майкл сначала замер, не веря своим ушам. Он знал, что расизм все еще жив, но столкнуться с ним в подобном месте было неожиданно. Однако вместо того, чтобы вступать в спор, Майкл молча достал телефон и набрал номер. Его голос оставался спокойным, но в глазах читалась уверенность. Врач скептически наблюдал за ним, явно не воспринимая ситуацию всерьез. Однако спустя несколько минут дверь кабинета резко открылась, и в помещение вошел главный врач клиники Марк Хендерсон. Хендерсон был человеком, которого уважали все сотрудники. Его появление всегда означало, что ситуация выходит за рамки обычного рабочего дня. Он окинул кабинет взглядом и остановил его на докторе Лоусоне. В воздухе повисла тяжелая тишина. Главврач не нуждался в объяснениях. Он знал Майкла лично и понимал, почему тот позвонил ему. Взглядом, полным холодной решимости, он сообщил доктору Лоусону, что подобное отношение к пациентам недопустимо. Сухо и безапелляционно он объявил о немедленном увольнении врача за нарушение профессиональной этики. Доктор Лоусон попытался что-то возразить, но осекся, увидев жесткое выражение лица главного врача. Он не стал устраивать сцен, лишь молча собрал бумаги и вышел из кабинета, осознавая, что совершил непоправимую ошибку. Когда напряжение спало, Марк повернулся к Майклу и извинился за случившееся. Он пообещал, что подобные инциденты больше не повторятся, и лично направил его к другому врачу, который относился к пациентам с уважением. Покидая клинику после осмотра, Майкл чувствовал не только облегчение, но и удовлетворение. В этот раз справедливость восторжествовала. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.